Всем привет, с вами Юнусов Павел, и в этом уроке мы будем делать вот такой вот несложный эффект при помощи фильтров приложения PicsArt. Открываем приложение и нажимаем на плюсик, чтобы создать новый проект. Поверну отображение экрана на горизонтальное, но можно работать и с вертикальным форматом. Выбираем фотографию, с которой будем работать, и жмем на стрелочку. Нажимаем на пункт меню Magic, и в нем находятся фильтры, имитирующие разные стили. Выбираем любой из представленных фильтров. Нужно немного подождать, пока приложение сделает все нужные настройки фильтра. Теперь выбираем ластик и с его помощью почистим те места, на которых нам не нужно применять фильтр. Увеличивать, уменьшать и двигать изображение можно при помощи двух пальцев. Отменить последнее действие можно, нажав на стрелочку. Нажимаем на ластик, и тут мы можем настроить его размер, прозрачность и твердость. Для начала понадобится небольшой ластик с размытыми краями. Им аккуратно проходимся по тем границам, где фильтра не будет. Это на фоне и на коже. Но можно экспериментировать и делать совсем другие варианты. Также можно оставлять действие фильтра на различных аксессуарах и предметах. Увеличу размер ластика и уберу большие и ненужные участки. При помощи кисточки можем восстанавливать действие фильтра. Настраиваем кисточку, обведу ей глаза, чтобы фильтр применялся и к ним. Теперь мелко кисточкой и ластиком поправлю границы. После того, как закончили работать с кисточкой и ластиком, жмем на галочку. Теперь можно попереключать фильтры и посмотреть, какой из них будет смотреться наиболее интереснее. Другие фильтры будут работать, используя ту же самую маску, которую мы сделали при помощи кисточки и ластика. Первое применение нового фильтра займет какое-то количество времени. Повторное применение фильтра, который приложение уже просчитывало, займет намного меньше времени. При монтаже я сократил время просчета. И чтобы посмотреть все остальные фильтры, я поверну отображение экрана, чтобы видеть всю фотографию целиком. Остановлюсь на варианте Rainbow, выбираю его и нажимаю галочку, чтобы применить. Обратно поверну отображение экрана на горизонтальное. Далее можно применить какой-нибудь эффект цветокоррекции, но это действие не обязательное. Подобрал нужный эффект, настроил его и нажимаю галочку, чтобы применить. Теперь добавим линии и блики, которые находятся во вкладке «Маска». Здесь вы можете посмотреть все различные варианты. Я же для этой работы выбрал эти полоски. Нажав на эффект, мы можем настроить его. При помощи этих кнопок поверну изображение с линиями и отзеркалю его. Потом при помощи ластика уберу ненужные линии. Мне нравятся линии, которые находятся вверху, только уберу их отображение с головы и полностью убираю нижние линии. Жмем на галочку после того, как закончили работу с ластиком, и нажимаем на галочку, чтобы применить эффект. Затем добавлю эти же линии в нижнюю часть. Нажимаем на вкладку «Маска», выбирая те же самые линии, только поверну их по-другому. И теперь оставлю линии в нижней части изображения. Ластиком небольшого размера уберу линии с руки. Нажимаем на галочку и применяем данный эффект.
Чтобы сохранить получившийся результат, нажимаем на стрелочку и выбираем «Сохранить в галерею». В общем, эффект не сильно сложный и получаются довольно-таки интересные результаты. Данная фотография взята из альбома в нашей группе ВКонтакте. Если вы хотите, чтобы в следующих уроках использовалась ваша фотография, то вступайте в группу и закидывайте фотографии в соответствующий альбом. Ссылка на группу в описании под видео. А на этом у меня все. С вами был Юнусов Павел. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!